Привет! Сегодня мы приготовим вкусные осетинские пироги с картофелем и сыром. Мягкое, воздушное и тонкое тесто и большое количество начинки. Дрожжи смешиваю с сахаром. Я беру прессованные дрожжи, но можете взять и сухие. Размешиваем и вливаем теплое молоко. Молоко должно быть теплым, не горячим. Размешиваем и оставляем в теплое место на 10-15 минут. На медленном огне растапливаю сливочное масло. В чашу для замешивания теста просеиваю муку. Добавляю соль и перемешиваю. Добавляю молочную смесь с дрожжами. Добавляем остывшее растопленное масло. Тесто я замешиваю в комбайне, но можно сделать это и руками. Замешивание теста занимает не менее 10-15 минут. Тесто должно получиться мягким, эластичным, в то же время оно не липнет к рукам. Для работы с тестом удобно смазывать руки подсолнечным маслом. В смазанную чашу укладываю тесто и накрываю полотенцем, ставлю в теплое место на 1,5 часа. Пока поднимается тесто, приготовлю начинку. Для этого отварим картофель, натрем сыр на крупной терке. В начинку идет любой рассольный сыр, брынза, моцарелла, сулугуни. Я использую моцареллу. Если у вас есть помощники, не отказывайтесь от их помощи. В процессе несколько раз обминаем тесто. Я это сделала пару раз. Готовый картофель горячим разминаю, добавляю сливочное масло. Высыпаю сыр. Размешиваю. Должна получиться однородная масса. Добавляю соль.
и немного прованских трав. Размешиваю до однородного состояния. Готовую начинку делю на 3 части. Из каждой части формирую шар. Примерно по весу 160 грамм. Когда тесто подошло, на стол, присыпанный мукой, выкладываю его. Тесто необходимо немножко размять и разделить на 3 части. Каждая часть примерно по 320 граммов. Формирую небольшие шары, накрывая пленкой и оставляю на 5 минут. На присыпанный мукой стол выкладываю тесто и приступаю к формированию пирогов. Тесто немного разминаю и разравниваю его от центра. В центр кладу начинку и защипываю края. Переворачиваю и раскатываю скалкой. Стараюсь, чтобы толщина пирога была везде одинаковой. Пироги я делаю диаметром 28 сантиметров. В центре делаю углубление для выхода пара. Переносим пироги в форму, застеленную пергаментной бумагой. Разравниваю и убираю в разогретую духовку. Выпекаю пирог при температуре 230 градусов примерно 15 минут. В это время формирую второй пирог. Готовый пирог выкладываю на блюдо. Обильно смазываю его сливочным маслом и накрываю миской большего диаметра, чтобы он не остыл. Выпекаю поочередно все 3 пирога, не забывая при этом смазывать их маслом. Традиционно осетинские пироги режут одновременно на 8 частей. Я также соблюдаю эту традицию и режу именно таким образом. Наша семья очень любит эти пироги, и я вам искренне советую их приготовить. Друзья, это мое первое видео на канале. Спасибо, что были со мной и досмотрели это видео до конца. Всем пока!